Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои. В интервью американским журналистам президент посетовал, что это будет сложно сделать, ведь Европа и США не поставляют свои препараты. Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, об ускоренном графике поставок. Однако Украина сможет получить их на несколько месяцев позже, чем ожидалось. Из-за высокой заболеваемости коронавирусом, власти Украины в январе вводят локдаун. Работать будут только критически значимые предприятия, продуктовые магазины, банки и аптеки. Между тем Россия предлагала наладить поставки и даже производство вакцины на Украине. Российская Федерация уже получила заявки от 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год, а также ведет переговоры с ООН относительно возможной вакцинации персонала организации. Зеленский заявил, что украинцев, которые проживают в Крыму и неконтролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы. І ми робимо все, аби вони це відчували. Заявил Зеленский в своем видеоблоге, который был опубликован в его Телеграм. Украина считает временно оккупированными территориями Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова Зеленского заявил, что обещания того, чего не будет, стали пагубным пристрастием украинских политиков. Депутат отметил, что президент Украины раздает вакцину, которой нет, непонятно, будет ли она вообще. К тому же, как отметил Бальбек, крымчане и так получат вакцину, которая уже себя зарекомендовала, наряду с другими регионами России. В комментариях на телеграм-канале «Спутник», где была опубликована новость, один из читателей в шутку предложил снабжать украинцев вакциной через так называемые закладки. Видимо, надежды на официальные пути получения вакцины у населения нет.